Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена и Ваня Лайв. Ну а я напоминаю о том, что у меня открылся новый обзорный канал, который называется «Обзорно и зазорно Катя Сайбель». Буду рада вашему вниманию, вашим просмотрам и вашей подписке, конечно, если вам понравится мой обзор и мой канал новый. Кроме этого канала Катя Сайбель, у меня есть еще несколько других обзорных каналов. Они все находятся в разделе «Рекомендованные». Тут на этом канале можете глянуть, если вам, конечно, интересно. Но мы переходим к влогам канала Лена и Ваня Лайв. Ну что сказать. Продолжаются турецкие приключения Лены, Оксаны и их подруги Лены. И едут они сейчас к термальным источникам. Так получилось, что они собирались к одному времени, то есть на час позже, где-то к половине 9 выдвигаться, да, но пришел гид, сказал, что вы так долго, мол, вас уже ждут. И, как оказалось, их ждал, как Лена выразилась, полный автобус с людьми. Вот так, не полный автобус, да, или просто полный автобус людей, как-то можно было выразить. Нет, полный автобус с людьми. Ну, Лена как Лена, да, она как выразится, так и выразится. И на этом самом автобусе, полном с людьми, они в паром въехали. Вот так. Так Лена и выразила. Говорит, мы в паром въехали на автобусе. А потом с этим паромом полчаса им ехать. Лена. Вы знаете, вот, ну, ее кроме как с юмором нельзя воспринимать. Если воспринимать ее без юмора, то она раздражает. Но если с юмором, то еще как-то более-менее терпимо, вы знаете. Далее Лена сообщает нам, что на верхнюю палубу этого парома она поднимется, чтобы кофе попить, ну или чай, потому как действительно они даже толком ничего не поели с утра. Говорит, так вот по-быстрому что-то вроде как перекусили и все. Ну да, думаю, чай, конечно, тебя прям насытит. Говорит, выгрузились на завтрак, там еще в отеле. Думаю, это как? Вы выгрузились на завтрак? Вас выгрузили, вы выгрузились, вы груз? Как это понять вообще, выгрузились на завтрак? Ну, хоть и выгрузились они на тот завтрак, но позавтракать, как я уже говорила, не успели позавтракать. Говорит Лена, что любит море, любое море любит, лишь бы было оно где-то в шаговой доступности. А я подумала, интересно, море Лаптевых, Лена вообще подозревает, что такое есть Белое море, например. Ну, это же северные моря, которые, думаю, вряд ли Лену порадуют. Но нет, Лена говорит, любое море ее радует. Интересно, а любой океан тоже подойдет или нет? Как насчет Северного Ледовитого? Я понимаю, Индийский, да? Атлантический, Тихий. А Северный Ледовитый как? Ох, Лена. Наконец-то они приехали, как выразилась Лена, к этим термальным источникам. И говорит Лена, вот здесь тепленькая вода. Да, вот здесь тепленькая. И мне вспомнил сразу, о, тепленькая пошла. Интересно, Лена знает, из какого это кинофильма или нет? И кто говорил, при каких обстоятельствах эту фразу? Но Лена прям один в один повторила тепленькая вода. Говорит о том, что это лечебные источники, мол, если часто эту воду пить, то она помогает от гастрита. Выдали всем одноразовые стаканчики, все пошли лечиться от гастрита. Вся толпа, все туристы. Увидела Лена платан. И такое ощущение, что она его вообще впервые в жизни увидела. Как-то странно. Да, конечно, дереву очень много лет, да, оно огорожено какими-то даже скамеечками, какими-то, не знаю, заграждениями, но это платан. Это обыкновенное растение, обыкновенное дерево, ничего в нем особенного. Это не какое-нибудь экзотическое, да, например, дерево-кувшин, к примеру. Нет, обыкновенный платан. И это не заросли мандрагоры, чтобы сказать, а, как это интересно все выглядит. Но Лена прям в восхищении от этого платана. Хвойные деревья, говорит, ей нравятся. И она нам это говорит, когда идет по какому-то сосновому бору, что ли, они идут всей толпой туристической. Очень нравится Лене это дело, дышать вот этим самым свежим воздухом. И вдруг Лена заявляет, ей хочется в ванную с хвойным ароматом. Думаю, как ты вообще совместила вот эту прогулку и ванную? Наконец-то добрались они до бассейна. И Лена говорит, вот, мы переодевались в таких стесненных условиях. В одной кабинке нас было 4, значит, они 3, да, их было 3. И
Еще какая-то женщина с ними там переодевалась. Но на самом деле, я так посмотрела, совсем мало места там было. А вот когда уже расходиться надо было, когда уже уходили, говорит, так много свободных кабинок было. Прям Лена пожалела, что она так рано должна была вместе с туристами ехать на эти купания, так сказать, да. Но уже как есть. И советуют нам, мол, кто будет тут же, пожалуйста, думайте о том, что лучше после обеда выдвигаться, потому что до обеда очень много людей. Но опять же, наверное, все-таки зависит от времени года еще. Возможно, зимой там что с утра, что после обеда малолюдно. Ну, опять же, это мое предположение. Возможно, я не права. Нашли место у бассейна, им просто повезло, какая-то семья встала и ушла уже. И наши 3 путешественницы заняли эти 3 свободных лежака. Ну и пока Лена рассказывает о том, где лучше переодеваться, в какой кабинке лучше, в какой хуже, когда лучше до обеда или после обеда все-таки посещать эти термальные источники, мы мельком видим Оксану. Оксана в бассейне, и она была в бассейне не одна, там еще были люди, да, их было немного, но они были. Но никто из них не танцевал, а Оксана танцевала одна в бассейне. Это что-то с чем-то. То она на улице танцует сама по себе, то она присоединяется к группе каких-то танцующих людей абсолютно чужих, у которых там свой какой-то праздник. А сейчас вот она в бассейне решила потанцевать. Не понимаю я Оксану. Да, но правда играла какая-то там музыка была. Но тем не менее, никто ведь не танцевал, а Оксана решила потанцевать. Пригласили их на обед в какой-то отель. И Лена читает, что же есть в номерах в отеле. И говорит, вот самый простой отель стоит, по-моему, 200 лир и так далее, по нарастающей. А отель, в котором есть экстра бед, Лена говорит, ой, экстра бед, это какая же кровать? Говорит, бед это кровать, да. Ну вот какая она, большая или маленькая, интересно, экстра бед? Какая же это кровать? Ну, насколько мне известно, экстра бед это номер, где плюс еще одна кровать. Да, то есть вам в этот номер еще одну кровать поставят, если вам вдруг надо. Но Лена решила, что это как размер кровати. То ли маленькая она, то ли большая, ну да. Помнится мне, когда она выбирала себе одежду, она не могла сказать, ей надо экстра large или экстра small, экстра L или экстра S размер. Ну а здесь вот экстра имеет другое значение, да, то есть дополнительное. То есть плюс еще одна кровать. Кормят их, и очень Лена, конечно, довольна, рада, что вот все входит в стоимость этой самой путевки. И говорит, ой, как здорово, как хорошо, деньги, говорит, перевели мне на подарок. Думаю, ну обалдеть можно. Значит, не зря Оксана ранее, да, помните, она говорила о том, что, мол, пересылайте деньги Лене на подарок, и это будет прям лучший подарок в мире, деньги. Но я думала, на этом все закончится, этим все ограничится. Почему-то я считала, что это вроде шутки что-то. Но нет, люди это восприняли как руководство к действию. Зрители Лены, ее какие-то там вот фанаты, и стали перечислять ей деньги. Да, Лена не озвучила сумму, но я так понимаю, что сумма была такая, которая Лену удовлетворила. Почему? Потому как Лена говорит, молодцы. Похвалила Лена своих преданных поклонников. Молодцы. Потом сказала спасибо. Вот так надо. Обалдеть можно. Молодцы. И деньги, она говорит, молодцы, шлите еще, давайте. Мне понравилось. Продолжайте в том же духе. Обалдеть можно. И Оксана говорит, мне тоже перевели. Думаю, ну Оксане с какой-то радости. Вот просто непонятно. Ладно, Лена, у нее день рождения. А Оксана что? Ну, наверное, Оксане за то, что вот она надоумила зрителей. Ведь именно Оксана кричала, мне хватит совести. Да, я не такая стеснительная, как Лена. Это, мол, Лена не может сказать, пришлите мне подарок или пришлите мне деньги. Говорит, а я скажу, мол, с меня взятки гладкие. Наверное, вот за то, что Оксана подала идею, и Оксане тоже перевели. Не знаю, с какой радости Оксане тоже перевели деньги. Зашли в какой-то магазинчик, и Лена говорит, что здесь продают? Ну что, продают дезодоранты, да, дезодоранты, мыло, мед, пергу, шампунь. В общем, короче говоря, Лена там все посмотрела, что где продается, но ничего не купила. Вот как.
И, конечно же, когда уже вернулись они в свой отель, Лена делает такой вот вывод, заключение. Говорит, под праздники лучше не попадать на экскурсию. Вот так, потому как людей много и на улицах, и везде, и на саму экскурсию тоже, я так понимаю, много людей записывается, поэтому под праздники лучше не попадать. Угу. Ну и, конечно же, наши путешественники отправились отмечать день рождения Лены. Отправились они в ресторан. Угадайте, где располагался ресторан? Правильно, на крыше. На любимой турецкой крыше. И Лена даже вот так вот открыла окошко и говорит, смотрите, какие виды открываются. Ну, вид ночного города, но не более того. Но нет, посмотрите, это же вид турецкого ночного города. Ну, действительно, что мы понимаем в колбасных обрезках? Да ничего, мы в них не понимаем. И им там принесли их заказ, все замечательно. И Оксана и Лена говорят, что, мол, нам это все бесплатно. Ну да, я так понимаю, что Лена оплатила стол. Ну, с одной стороны, это правильно, да, она именинница, и она, так сказать, угощает своих гостей. Но, с другой стороны, в принципе, я так понимаю, что этот стол оплатили зрители Лены, да, потому как, когда вот она получила эти самые переводы денежные, она говорит, ну все, теперь, мол, можно идти в ресторан. Полушутя, полусерьезно она это заявила. Так что, да, считай день рождения, практически Лена вышла в ноль. Она ничего не потратила. Вот все остались при своих интересах. Так что спасибо ее преданным зрителям. Как выяснилось, Лена, та, которая подруга, она лучшая подруга Оксаны. Почему? Потому как, когда Оксана говорила тост, она сказала, что, мол, пусть все будет хорошо у тебя, у Вани, у Андрея, у мамы с папой. И, конечно же, Лена, которая подруга, говорит, и у сестры, то есть у Оксаны. И Лена, комментируя вот это вот дело, говорит, конечно, Лена – это лучшая подруга Оксаны. Думаю, когда они так сильно успели сдружиться? Ведь, насколько я знаю, Лена, которая вот подруга, да, она с ними только в те моменты, когда они куда-то едут, когда надо сэкономить, как компаньон, но не более того. И они, если я правильно поняла своих зрителей, они познакомились на сайте путешественников. Да, вот на сайте тех людей, которые хотели сэкономить, которые искали себе попутчиков. Ну, не знаю, когда так сильно успели подружиться, и почему только с Оксаной подружилась Лена, я не знаю. Очень интересно, почему не с Леной, а только с Оксаной, как-то все корявенько. Ну, а дальше Лена выдает. День рождения, говорит, с красивым видом, это она имеет в виду улицу, да, с красивым видом и с шампанским. Сразу вспомнилась фраза «За окном шел дождь и рота солдат». О, Лена, как скажешь что-то, хоть сто, хоть падай. Я же говорю, ее без юмора воспринимать невозможно. Ну, а дальше она заявляет, что оказывается, Лена и Оксана – это два халявщика. Ну да, действительно, видим все бесплатно. Ну разве можно так? Да, я понимаю, это было сказано полушутя, но в каждой шутке есть доля шутки. Знаете как. И в итоге что? В итоге Лена показывает чек и заявляет, на 1732 лира посидели, мол. Думаю, ну нормально. У нее снова не лира, денежная единица Турции, а лир. Он. Не она лира, а лир. Он. Лена. Она, по-моему, неисправима. Решили после того, как они посидели, отметили день рождения, пойти в голубую мечеть. Вроде как обещали, что она будет работать круглосуточно после того, как она вот откроется после реставрации, которая длилась, по-моему, 4 года, Лена говорила. Но нет, в 10:30, вот незадача. Служба охраны церкви выпроводила всех поздних гостей. Говорит, нет, до 10, по-моему, работает эта церковь, так что в 10:30 тут вообще делать нечего и, мол, до свидания. И хочет все-таки Лена посетить эту церковь, говорит, давай тогда завтра зайдем, с утра, возможно, может быть, днем, в общем, как они время там найдут. Все равно хочет попасть очень в эту голубую мечеть. Ну, если сильно хотят, значит попадут. Я думаю, кто хочет, тот добьется, правда ведь? И в конце влога рассуждает о том, что очень хорошо, что день рождения только раз в году, это старость, это не радость, это уход молодости и так далее, и так далее, и так далее. Говорит, вот грустные, конечно, мысли приходят, но я их откидываю от себя. Ну почему откидываю? Ну как-то странно, да? Ну как-то говорят иначе. Грустные мысли я отгоняю от себя. Никак не откидываю.
О, Лена, в очередной раз что-то выдает такое интересное. Ну и на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем, кому он понравился, ставьте лайки. Кому он не понравился, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.